Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 18 апреля. Поехали! Сильные природные пожары полыхают в Красноярском крае. В Канске огонь едва не спалил целый дачный поселок. В ночь на 18 апреля огонь охватил 60 домов. В садовом обществе Мелькомбинат в Канске происходит горение сухой прошлогодней травы. В итоге огонь перекинулся на дома. В Красноярском крае сухая, жаркая погода, а порывы ветра достигают 22 метра в секунду. Огонь уже сжег 10 гектар растительности. Как сообщали ранее местные СМИ, в регионе за 3 дня произошло рекордное количество ландшафтных пожаров. В общей сложности 220 возгораний, причем некоторые из них довольно крупные. Причиной этого стали палы сухой растительности, которые молниеносно распространяются при сильном ветре и сухой погоде. На утро 18 апреля пожарным удалось локализовать основные очаги возгорания и спасти от огня 15 домов. Информации о пострадавших пока не сообщается, не считая нанесенного материального ущерба. Во многих городах Центральной России прошел снегопад, резко сменив теплую погоду. Наиболее сильные осадки были отмечены во Владимирской области и Нижегородской. Буквально за сутки там выпало 26 сантиметров снега, а местами и более. Всему виной циклон Квелла, который пришел в центральные регионы еще в пятницу. За последние дни намело столько снега, что случился реальный коллапс. На дорогах увеличилось количество ДТП. Не выдержали тяжести мокрого снега и многие деревья, а это спровоцировало обрывы на линиях электропередачи. Синоптики прогнозируют потепление уже сегодня вечером, но погода останется ветреной и малоприятной. Циклон Квелла в ближайшие дни достигнет и Свердловской области. Ожидается, что снег с дождем будут наблюдаться в южной половине области. За сутки выпадет до 10 сантиметров снега. Вот такая вот в этом году выдалась весна, холодная и снежная. За последние сутки в республике Алтай произошло 10 лесных пожаров. На границе Горно-Алтайска и Маймы в результате сжигания мусора загорелась сухая трава на площади 5 гектар. Пламя сильным ветром быстро разнесло на большую площадь. Огонь угрожал домам местных жителей, которые находились совсем недалеко от основного очага возгорания. Линия пожара растянулась на 15 километров. В ликвидации пожара было задействовано 35 человек и 8 единиц спецтехники. По сообщениям местных СМИ, на полдень 18 апреля этот пожар сдержан на 50%. Усилиями пожарных удалось избежать угрозы возгорания домов. Это уже не первый такой крупный пожар, который сформировался в этом регионе по вине людей. На территории Горно-Алтайска и Маминского района действует особый противопожарный режим. Власти ввели красный уровень опасности, а также запрет на пал травы в этом регионе. На штат Миссисипи снова обрушился градовый шторм. В центре внимания оказался город Юнион. В воскресенье вечером по южным штатам прошли сильные грозы. Уже под утро в некоторых городах были отмечены дожди и выпадение крупного града. Синоптики предупредили об опасной погоде в некоторых частях юго-восточного Арканзаса, северо-востока Луизианы и по всему Миссисипи в течение всего понедельника. В городе Юнион был отмечен еще и сильный ветер, достигающий в порывах 25 метров в секунду. Максимальный размер выпавших градин составил 5 сантиметров в диаметре. Последствий от его выпадения пока не отмечено. Сообщений от местных жителей пока не поступало. Это уже третий градовый шторм в штате Миссисипи с начала апреля. Я бы сказал, что это довольно много. Турцию начали охватывать масштабные лесные пожары. Вчера начались разрастаться пожары в провинции Мугла, а уже сегодня мощные пожары сформировались в Хатай. Лесной пожар, вспыхнувший в лесу в районе Дёртойл города Хатай, охватил 20 гектар растительности. На данный момент известно о 2 основных очагах возгорания. Тушение с воздуха невозможно, в регионе дуют сильные порывы ветра. Такая погода очень сильно способствует распространению этого огня, который становится все сложнее сдерживать. Причина возникновения этого пожара пока неизвестна. По меньшей мере 10 человек уже пострадали из-за этих пожаров на юге Турции. В тушении пожара принимает участие 10 пожарных машин и в общей сложности 150 пожарных.
По словам местных жителей, ветер не только способствовал распространению огня, но и опрокидывал столбы линий электропередачи, в результате чего возникали новые очаги возгорания. Второй раз за эту неделю на штат Флорида обрушился крупный град. Это удивительно. Не прошло и недели, как несколько городов во Флориде опять испытали на себе буйство стихии. Размеры градин варьировались от 3 см в диаметре до 5. Это не самый крупный град, но он падал довольно интенсивно. Многие местные жители еще не успели полностью восстановиться после прошлого шторма, как опять выпал крупный град. По словам очевидцев, стихия буйствовала около 30 минут, и уже стало известно, что эти льдины повредили фасады и крыши домов, пострадали также и автомобили. Основной ущерб был отмечен в городе Девенпорт, который находится в округе Полк. Национальная метеослужба Флориды выпустила предупреждение желтого уровня погодной опасности и предупредила о граде, а также сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду. Так что сегодня стоит ожидать ухудшения погодных условий. Вы не поверите, но в Турции опять выпал снег. Сейчас, наверное, будет самый актуальный вопрос, когда закончится зима в Турции. В ночь на 18 апреля во Фракии начался ливень, который потом сменился снегопадом во многих районах. С новой погодной системой температура воздуха в регионе опять снизилась. Снегопад был отмечен в высокогорных районах Эдирне и Киркларери. Причем местами уже успело выпасть более 10 сантиметров снега, а это привело к проблемам в транспортном сообщении, а также увеличению числа ДТП. Температура воздуха 17 апреля составила плюс 8 тепла, а ночью опустилась до минус 2. В этих районах снегопад в апреле месяце это не норма, а аномалия. Такие погодные условия и резкие перепады температуры с морозами могут повредить фруктовые деревья. Синоптики прогнозируют уже сегодня вечером потепление до плюс 6. Местные власти предупредили водителей быть внимательными на дорогах. Всемирно известный вулкан Анак-Кракатау проснулся в Индонезии. Он выбросил огромный поток пепла, дыма и лавы. Как сообщают местные СМИ, на острове происходит большое магматическое извержение. Вулкан отправил пепел в воздух на высоту до 15 километров. Анак-Кракатау был присвоен второй уровень опасности. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 2 километров, так как возможно выпадение дождя из пепла и вулканических бомб. В последнее время вулкан становится все активнее, только за прошлый год он произвел серию из 8 извержений, а это довольно много. По меньшей мере 120 семей пострадали от дождей в муниципалитете Хакур в Венесуэле. Из-за сильных осадков, которые обрушиваются на регион уже 5-й день подряд, река Чарапаль переполнилась и вышла из своих берегов. А это спровоцировало затопление огромной территории муниципалитета. Высота паводка местами превышает 1 метр. Многие жители ожидают спасателей на крышах своих домов. Второй день в 5 районах уже нет света, так как поток воды снес столбы линий электропередачи. Многие дороги также оказались заблокированы этим наводнением. Передвигаться можно только на лодках. Поступали сообщения и о сходе нескольких оползней. Местные СМИ информируют, что в результате буйства стихий погибших нет, но 3 человека числятся пропавшими без вести. За последние сутки на Земле произошло 133 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 5,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Сова – это хищная ночная птица. В зависимости от места жительства у нее может быть разная окраска оперения, маскирующая сову под окружающую местность. Голова совы круглая с большими глазами, когти длинные и острые, а клюв хищный и короткий. Разные виды сов имеют разные размеры. Самая маленькая сова – это воробьиный сыч. Его размеры составляют всего 20 см, а вес 50 грамм. Самое крупное из совообразных – это филин. Его длина составляет 60 см, а вес от 2 до 4 кг. Продолжительность жизни совы составляет около 10 лет, а в неволе птицы доживают до 40. Полет совы почти бесшумен. Это происходит благодаря особому строению перьев. Эти птицы летают очень быстро. Скорость совы в полете достигает 80 км в час.
Птица-сова – хищник, и ей нужно выслеживать добычу, поэтому глаза располагаются не по бокам, а спереди. Глаза ее неподвижны и смотрят только прямо вперед. Чтобы изменить направление взгляда, птице необходимо повернуть голову. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.